Сегодня не пойдет речь о истории спасения животных, окунемся в жизнь капибары и узнаем, почему все хотят с ним дружить. Капибары, или водосвинки, самые крупные грызуны на Земле. Все видели кучу мемов с этими лапочками, все их знают и любят. Но так ли звери хороши на самом деле? Спойлер, да, встретить капибару можно в Южной Америке. Они заселили почти все тропические и умеренные зоны материка, что лежат восточнее горной системы Анд. Звери практически никогда не уходят от водоемов дальше, чем на километр. В воде грызуны находят и защиту от жары, и пропитание, и укрытие от хищников. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, звери отлично плавают и ныряют. Для этого у них развилось несколько адаптаций: густой жесткий мех, состоящий из водонепроницаемого остевого волоса, перепонки между пальцев и морда кирпичом. То самое фирменное выражение у капибары не от того, что та постигла цен. Все куда прозаичнее. Высоко посаженные глаза и ноздри позволяют грызунам дышать и видеть все вокруг, пока их тело полностью скрыто водой. А на суше капибары не торопятся, жуют фрукты и ягоды, грызут кору. Это ж все-таки грызун как-никак. Но основа их рациона – трава и водоросли. Чтобы получить максимум калорий из малопитательной пищи, водосвинки стали почти коровами. Нет, молока не дают, зато еду переваривают трижды. После сытного обеда грызун, как и наши буренки, срыгивают полупереваренной травой, чтобы прожевать ее еще раз. Дважды съеденный обед направляется через желудок в слепую кишку для ферментации. Это процесс, когда еда обрабатывается особыми бактериями, которые помогают расщепить жесткие пищевые волокна на более простые компоненты. Но и это еще не все. Вышедшая из капибары ферментированная масса травы поедается грызунами вновь. Процесс называется циктрофия. Проще говоря, они едят свои какахи. Выглядит, может, и не очень, но зато каждая калория усвоится. Этот сложный механизм и позволяет капибарам поддерживать массу. В среднем они весят чуть меньше 50 килограмм, но отдельные особи могут набирать все 90. По идее, такая гора мяса должна стать добычей для хищников номер один. Так оно и есть. Ягуары, оцелоты, крокодилы, кайманы и даже хищные птицы представляют серьезную угрозу для грызунов. Но как капибарам удается сохранять спокойствие и положительный настрой? Почему даже их враги, крокодилы и кайманы, могут разделить с ними пляжное местечко под солнцем? Дело в интеллекте и природной предрасположенности к пацифизму. Согласно некоторым исследованиям, капибары могут отличать, когда звери хотят их съесть, а когда просто пройти мимо. А если тобой не хотят победать, зачем нервничать и убегать? Вторая причина – дружелюбие, общественный образ жизни. Живут капибары группами по 10-20 особей на площади в 10 гектар. А в засушливый сезон несколько сотен гигантских грызунов могут собираться на небольших участках возле водоема. Но даже при таком раскладе драки в их стадах – редкость. Так что водосвинка давно привыкла к обществу и от других зверей не шарахается. А звери к пушистому пацифисту тянутся как на магнит. Ведь капибара для окружающих животных крайне полезна. В случае опасности грызуны предупреждают друг друга, а заодно и всех потенциальных жертв в округе. К тому же водосвинка – это не только обед для хищников, но и шведский стол для насекомоядных. Обезьяны и птицы облепляют капибару, как только та выходит погреться на суше. Они проводят грызуну спа-процедуру, поедая паразитов с шерсти. А тот и рад. Дружить с капибарой рады даже рептилии. Спокойный нрав превращает грызуна в гигантскую грелку. Черепахи и мелкие крокодилы приходят погреться об бочок водосвинки, пока та загорает. Короче говоря, все хотят тусоваться рядом с большими, спокойными и бдительными ребятами. Постигнуть Джен и установить покой в группе позволила жесткая иерархия. В группе есть 3-4 самца, причем альфа среди них только один, обычно самый крупный. Самки также выстраивают свою независимую систему доминирования и подчинения, вне закона только малыши. А что насчет размножения? Неужели даже страсть не кружит голову этим дзен-монахам? Немного. Альфа-самцы могут поставить на место подчиненного, но без фанатизма. Как ни старайся, последнее слово все равно за дамой, только она решает, с кем и когда спариться. Беременность у водосвинок длится около 150 дней, а на свет может появиться до 8 малышей. Самка не строит убежище или логово, детеныши готовы следовать за ней уже спустя пару часов после рождения. Семья быстро воссоединится с группой.
Капибары не разделяют молодняк на своих и чужих. Если детенышу еще нет 16 недель, любая мать в группе может покормить его молоком. Казалось бы, что с таким добрым нравом капибар давно должны были истребить, но нет, водосвинки многочисленный вид. Более того, благодаря людям он расширяет свой ареал, некоторые люди заводят капибар как домашних питомцев. Грызуны могут научиться гулять на поводке, выполнять простые команды и соблюдать дома чистоту. Правда, места им нужно намного больше, чем собаки, обязательно большой двор и бассейн. Да и жить в одиночку не смогут, ведь этим дружелюбным созданиям так важно иметь компанию и общаться. Заводят капибар как домашних питомцев. Грызуны могут научиться гулять на поводке, выполнять простые команды и соблюдать дома чистоту. Правда, места им нужно намного больше, чем собаки, обязательно большой двор и бассейн. Да и жить в одиночку не смогут, ведь этим дружелюбным созданиям так важно иметь компанию и общаться.